Понимание того, какую пользу принесет нам в будущем то, что мы сейчас делаем, значительно повышает мотивацию. Согласитесь, наводить порядок ради того, чтобы было просто убрано, ну, такая себе мотивация. Поэтому сегодня я хочу вам дать 10 преимуществ организованного дома, которые подстегнут вас навести наконец-то порядок, потому что это действительно выгодно. И еще хочу объявить, что до конца этой недели действует новогодняя скидка на самостоятельный тариф моего курса «Организация дома». Плюс каждый, кто приобретает его в течение этой недели, получает дополнительный месяц доступа. Мы все понимаем, что ближайший месяц пролетит незаметно, праздники, каникулы, поэтому он будет бонусным для разогрева. Ссылку на курс я оставлю под видео, также она сейчас появится здесь и в конце ролика вместе с конечными заставками. Итак, первое преимущество порядка в доме – это экономия денег. Жизнь в неорганизованном доме обходится слишком дорого. Постоянно что-то теряется, заканчиваются сроки годности, приходится выбрасывать продукты, приходится повторно покупать вещи, которые где-то в доме есть, но мы не можем их найти. А сколько денег выбрасывается на мебель для хранения вещей, которую на самом деле даже не нужно было и покупать. Вот мы, например, когда переехали в эту квартиру, то ремонт, конечно же, выкачал из нас все средства, и покупку мебели в гостиную мы решили отложить. К счастью, потому что я хотела заказать огромный шкаф на всю стену, и там должно было у меня поместиться все. Но я вовремя увлеклась организацией пространства, расхламилась, организовала компактно все вещи по тем шкафам, которые у меня уже были, и необходимость заказывать что-то еще просто отпала. А этот шкаф длиной в 4 метра обошелся бы нам в кругленькую сумму. И я всегда советую всем, кто планирует покупку мебели, сначала расхламиться, организоваться и только после этого что-то заказывать. Следующий пункт – экономия времени, которое мы зря тратим на поиск вещей, на ежедневные рутины. Помыться, накраситься, переодеться, постирать вещи. Здесь можно долго перечислять. Мы за день столько всего делаем по мелочам, что сложно даже и подсчитать. И если на каждом таком действии сэкономить от 1 до 5 минут с помощью организации пространства, то за целый день абсолютно реально накопить целый час свободного времени. Далее, меньше бытовых ссор, когда все друг друга обвиняют, кто что там взял, кто что потерял, не туда положил, не так сложил, раскидал, не закрыл. Наша квартира мне телевизионную передачу напоминает. «Что, где, когда» называется. Не поймешь, что где валяется и когда все это кончится. Большинство бытовых вопросов решаются очень просто, и совсем нет необходимости ругаться и выяснять отношения по таким пустякам. Еще один пункт. В организованной кухне проще готовить. Все принадлежности всегда под рукой. Все продукты свежие. Не нужно перерывать все ящики в поисках какой-то там крышки от контейнера. Кучу времени и сил тратить на отмывание того, что можно было даже и не пачкать изначально. На кухне, пожалуй, вы заметите самую большую выгоду от организации. И неважно, много вы готовите или нет, в любом случае на кухне всегда повышенный трафик, и кухонными принадлежностями пользуются очень часто. Ну, конечно, чем больше времени вы проводите на кухне, тем ощутимее у вас будет эффект от наведения порядка. А если учесть, что кухня — это то место, где нужно постоянно что-то убирать, то дополнительным бонусом будет еще и уменьшение объема уборки. Вообще уборка — это отдельная тема. Если в доме порядок, то на наведение чистоты, вот именно на протирание пыли, на влажную уборку уходит до 50% меньше времени, в зависимости от запущенности. И все, кто грамотно организовал свой дом, отмечают, что на наведение чистоты теперь уходит минимум времени. Ничего не мешает, не надо перекладывать с места на место предметы, чтобы протереть поверхность. Нет, в принципе, такого пункта в уборке, как раскладывать вещи по местам. Плюс, когда хорошо организованы моющие средства и инвентарь, то время на уборку тоже сокращается. Еще порядок помогает снизить уровень стресса и тревоги. Нахождение в таком месте, где куча вещей, где хаос, вызывает повышение уровня кортизола. Это, кстати, в продолжение к предыдущему ролику про совместную книгу Мари Кондо с организационным психологом. Там есть целая глава, посвященная этой теме, со ссылками на исследования. Но в целом суть такая: беспорядок равно стресс.
И в сегодняшнем мире, который и так переполнен негативными событиями, нужно хотя бы дома организовать себе такую тихую гавань, а не минное поле, чтобы можно было расслабиться, отдохнуть, а не раздражаться и паниковать. 7-е преимущество – продуктивность в учебе и на работе. Ваша продуктивность, продуктивность ваших детей, которые выполняют дома домашние задания, тоже зависит от порядка на рабочем месте. Нужно, чтобы все необходимое было грамотно организовано, а отвлекающие факторы заблокированы. Взрослым, которые работают из дома, порядок поможет не только экономить, но и больше зарабатывать, потому что их продуктивность будет выкручена на максимум. А детям порядок поможет делать уроки быстрее и качественнее. И что касается детей, это тоже очень важный момент. Дети перенимают от нас все, особенно подход к организации быта. Мы являемся для них примером. И даже если они сейчас не проявляют интереса, и даже если у них сейчас в комнате беспорядок, когда они вырастут и будут жить самостоятельно, поверьте, они вспомнят, как было дома удобно и будут обязательно применять ваши методы. Потому что организация действительно облегчает быт, с этим не поспоришь, и никто сознательно не захочет усложнять себе жизнь. Главное — показать им, как это делается, на своем примере. Далее, если в доме выстроена система хранения вещей, система поддержания порядка, то ваши домашние будут гораздо охотнее участвовать в ведении быта, будут вам помогать, будут за собой убирать. Но вот давайте подумаем, как они могут нам помочь, если непонятно, где что должно лежать, где то заветное место, на которое нужно отнести вещь, где тряпочка, которую можно взять и повытирать, если ты что-то разлил. Никак. Они так все и оставят, ну а мы будем ходить и жаловаться, что нам приходится за всеми постоянно все убирать. Поэтому, если вы хотите, чтобы ваша семья вам помогала, то сделайте так, чтобы им как можно меньше нужно было задумываться. Что, куда, как. Чтобы они просто автоматически могли выполнить нужное вам действие, потому что все продумано, понятно и, соответственно, несложно. Следующий пункт – нет опоздания. Дети не опаздывают в школу, родители не опаздывают на работу. Потому что все нужное для того, чтобы собраться, всегда в порядке, всегда на своем месте. Не нужно вставать пораньше, устраивать раскопки, искать чистую рубашку, вторую перчатку, ключи и так далее. Все высыпаются, спокойно, без стресса собираются, успевают позавтракать и вовремя прибывают на место назначения. Это тоже такой побочный эффект от порядка в доме. И еще один очень важный момент. Когда у тебя получилось организовать свой дом, и ты понимаешь, как это все меняет, то начинаешь организовывать по тому же принципу все, и рабочие процессы, и готовку, и учебу. В общем, этот навык организации, он расползается на все сферы жизни. Так что расхламляйтесь, организовывайтесь, это выгодно. А если вам нужна будет помощь, то приходите на курс. Ссылка на него будет здесь и под видео. Все, спасибо всем за внимание. До встречи в следующем ролике.